Первая горно-пехотная дивизия была элитным соединением, укомплектованным жителями горных районов Южной Германии, Австрии и Баварии. Солдаты дивизии были прекрасно обучены ведению боевых действий в горах. Они имели самую передовую на тот момент экипировку и вооружение. Полки дивизии обладали хорошо налаженной радиосвязью. В любой момент командиры взводов обладали подробной информацией о характере боевой обстановки. В мае 1941 года дивизия входила в состав 49-го горного армейского корпуса, который был подчинен 17-й армии. К тому времени штаб корпуса под командованием генерала инфантерии Людвига Куплера переехал в замок графа Потоцкого в нынешнем польском городе Ланцут. Здесь первая горная пехотная дивизия получила инструкции и план действий на 22 июня 1941 года. К 20 июня 98-й и 99-й горные егерские полки, 188-й пехотный полк и дивизионная артиллерия заняли свои позиции на демаркационной линии в районе Ольшице, приготовившись к переходу границы с Советским Союзом. На 22 июня 1941 года состав боевых частей 1-й горно-стрелковой дивизии выглядел следующим образом. Командир дивизии генерал-майор Ланц, начальник штаба майор Штейц, заместитель начальника штаба дивизии капитан фон Эймансбергер, 99-й горно-пехотный полк, боевая группа Кресса в составе 3 батальонов, 98-й горно-егерский полк, боевая группа Пикера, также в составе 3 батальонов, моторизованная боевая группа подполковника Ланга, артиллерийская группа Винклера и полевой запасной батальон под командованием майора Баумгартнера. Всего общей численностью 264 офицера, 4 чиновника, 1778 унтер-офицеров, 11 590 человек рядового состава, 5945 лошадей и вьючных животных. Дивизия в составе 49-го корпуса вошла в группу армий Юг. Из дневника командира 98-го пехотного полка Йозефа Зальбингера. Командиры рот подбадривают солдат перед кампанией. Кругом звучат напутственные речи. На кону существование нашего народа. Мы должны окончательно покончить с большевистской армией. Цели ясны. Офицеры раздают последние поручения. Святая воля воодушевляет офицеров и солдат. В 3 часа утра командир дивизии Хуберт Ланц прибыл на командный пункт. Передовые части расположились во врагах за колючей проволокой пограничной линии в ожидании атаки. В 3 часа 25 минут, выйдя из командирской палатки, получив указание Людвига Куплера, Хуберт Ланц отдает приказ артиллерии «Огонь». Вслед за огневым валом перешли в наступление 98-й и 99-й горно-пехотные полки. Согласно журналу боевых действий дивизии, уже в первый день Красная Армия оказывает ожесточенное сопротивление. Накал борьбы и обоюдные потери говорят сами за себя. Времена относительно спокойных кампаний во Франции и Югославии давно прошли. После первого боя все поняли, что предстоит жестокая схватка. Действительно, первый день был самым тяжелым и самым кровавым для дивизии, вплоть до выхода к Днепру. Из воспоминаний командира дивизии Хуберта Ланца о первом дне кампании. В первые минуты создалась иллюзия, что противник подавлен и бежал. Но с каждым нашим шагом сопротивление только усиливается. Русские дерутся ожесточенно. Вильгельм Кюхле после боев за городок Любачев описал свои первые впечатления. Русские, скаля зубы, дерутся с азиатской дикостью охотников. На утро 23 июня, согласно журналу боевых действий полка, 8 офицеров убиты, 20 ранены. Весь день 23 июня 98-й полк продолжал вести ожесточенные приграничные бои. 99-й полк Германа Кресса левее достиг населенного пункта Забялы. 24 июня 98-й полк Йозефа Зальбингера овладел рубежом Старый Яр и вышел к городу Немиров. Немиров штурмовали соседи из 71-й пехотной дивизии. Город обороняли 97-я и 41-я стрелковые дивизии Красной Армии. С
24 по 29 июня 1-я горно-пехотная дивизия вместе с соседями отбивала контрудары 4-го мехкорпуса и 6-й армии Музыченко. На улицах Немирова день и ночь шли бои с переменным успехом. Город горел. Немецкая пехота устроила настоящую охоту на прорвавшиеся в город советские танки. К концу июня части 6-й армии и 4-го мехкорпуса отступили. К 29 июня дивизия овладела пригородами Львова. В этих боях особо отличились солдаты лейтенанта Шпиндлера, которые с успехом подавили множество огневых точек. В связи с общим отходом войск фронта по приказу штаба 6-й армии весь наличный состав 223-го полка и 13-й дивизии конвойных войск НКВД в течение 29 июня и до 2 часов 30 июня прикрывали отход частей Красной армии, занимая оборону на восточной окраине города Львова у кирпичного завода. И после отхода всех частей в 2 часа 30 июня полк отошел по маршруту Сихов-Бубрка-Рогатин-Казово-Тарнополь под непосредственным воздействием авиации противника. Львов был взят 30 июня совместно с батальоном Нахтигаль и 1-м батальоном полка Бранденбург. Впоследствии полковник Карл Винтергерст назначен комендантом города. В первые дни после оккупации украинские националисты из АУН, а также немецкая Айнзацгруппа С совершили массовые убийства еврейского гражданского населения. Всего за 8 дней боев потери дивизий составили 843 человека, из которых 329 убитыми. Также был ранен в плечо командир дивизии Хуберт Ланц. 4 июля дивизия продолжила наступление через Винники на юго-запад в сторону Гусятина. В середине июля 49-й горный армейский корпус достигает линии Сталина. Приказ о наступлении дивизия получила 15 июля. Уже к 17 июля горные егеря сходу прорывают оборону 13-го стрелкового корпуса, который занимал позиции на 3-м Летичевском укрепрайоне на направлении Терловка-Снитовка, таким образом разделив на 2 части 12-ю советскую армию понедельно. Выйдя к Виннице с юга, дивизия Ланца берет под обстрел своей тяжелой артиллерии 3 из 4 мостов через Южный Буг в черте города. Из воспоминаний Ланца. Русские уже отошли к северу от обстреливаемого нами моста и начинают переправляться через Буг с помощью подручных средств. Мы каждый час ожидаем подхода 24-й пехотной дивизии. Мы все время ждем, однако ничего не происходит. По радиосвязи мы запрашиваем поддержку авиации, однако безуспешно. Для развития штурма вглубь большого города нам не хватает сил. Наши возможности не безграничны. К утру 19 июля Винница была оставлена Красной армией. В плен попали более 10 тысяч советских солдат. В начале августа дивизия вышла в район Умани. К этому моменту солдаты 1-й горно-пехотной дивизии продвинулись уже более чем на 700 километров. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч на полях сражений.